Быстрый и очень вкусный ужин за считанные минуты. Готовка займет у вас меньше времени, чем вы потратите на поход в магазин, ведь все продукты найдутся в каждом доме. Обещаю, никаких экзотических ингредиентов, только то, что есть у вас на кухне. Посмотрите, как аппетитно тянется сыр, это очень вкусно. Для рецепта нам понадобится половинка обычного кочана капусты. Капусту нужно тоненько нашинковать при помощи острого ножа или шинковки для капусты. Капусту для этого рецепта можно использовать любого сорта. У меня сегодня вот такой интересный сорт, но на самом деле для этого рецепта прекрасно подойдет обычная белокочанная капуста. Вы также можете заменить белокочанную капусту пекинской, например, а она получается еще более нежной. Вот так вот тоненько нашинковали капусту. Чем тоньше нашинкуете, тем быстрее она приготовится. Перекладываю капусту в миску или любую емкость. Заливаем капусту кипятком, мой чайник только что вскипел. И оставляем минут на 10-15, чтобы капуста обмякла. Благодаря такому приему без варки в капусте сохраняется большое количество витаминов, и она становится достаточно мягкой для дальнейшей кулинарной обработки. И займемся картошкой. Для рецепта мне понадобится 3 крупных картофелины. Картошку натираем на терке. Я сегодня хочу натереть картофель на средней терке. Вы также можете натереть его на крупной или на совсем мелкой терке, по вашему желанию. От того, какой теркой вы воспользуетесь, будет зависеть консистенция готовых драников. Мы сегодня с вами готовим очень вкусные и необычные драники. Таких вы точно еще не пробовали. Вкусные, сочные, хрустящие, с необыкновенно нежной начинкой. Натертую картошку теперь нужно хорошенько отжать. Я набираю горсть картофеля и вот так вот сжимаю его в ладонях, хорошенько отжимая лишнюю влагу. Драники получатся более хрустящими, с золотистой корочкой, потому что лишняя влага дает излишний пар и мешает образоваться хрустящей золотистой корочке. А я напоминаю вам, друзья, что сегодня мы с вами готовим очень быстрый, вкусный и достаточно простой ужин для всей семьи из капусты с картошкой, из самых простых и доступных ингредиентов. Все ингредиенты я оставлю для вас в описании под видео. Обязательно загляните и, конечно, делитесь рецептом с друзьями, потому что эту вкуснятину обязательно стоит приготовить и попробовать. Отжали картошку и сложили ее в миску для приготовления теста. Самое время вернуться к нашей капусте. Капуста за это время обмякла и вода уже остыла. Убедитесь, что вода хорошо остыла и в миске не кипяток, чтобы вы не обожгли руки. Перекладываем капусту в миску или просто сливаем с нее воду. И также хорошенько отжимаем капусту руками, чтобы удалить из нее лишнюю влагу. Капуста добавит нашим драникам сочности и еще более хрустящей текстуры и, конечно же, нежности. Кстати, капусту можно заменить на любые другие овощи, например, на кабачок или морковь. Но помните, друзья, что эти овощи имеют другую консистенцию, структуру, поэтому время приготовления может немного отличаться. Я хорошенько отжимаю капусту и добавляю ее в миску к картофелю. И сразу же сюда, прямо в миску с картошкой и капустой, я натираю одну репчатую луковицу. Лук я тру на мелкой терке. И здесь один маленький секретик. Когда мы натираем лук прямо в картошку, то мы тем самым предотвращаем окисление картофеля, и он не темнеет. А также лук придаст сочности и нежности. И одну морковку я тоже натираю на средней терке, можно натереть на крупной, но сегодня я хочу приготовить очень нежные драники, поэтому все ингредиенты натираю именно на средней терочке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас.
Отправляю морковку в миску к овощам. Здесь у меня картошка, лук, капуста и морковка. И также нарезаю меленько один пучок зеленого лука. Вы можете заменить зеленый лук на любую другую зелень по вашему вкусу, например, на укроп или петрушку. И отправляем зеленый лук также в миску картошки с капустой. Получится очень вкусно, красиво и полезно. Посмотрите, сколько красок, сколько витаминов в этом блюде. Сюда же разбиваю одно яйцо и по вкусу добавляю соль и черный молотый перец. По желанию можете добавить какие-то другие специи, которые вы любите в блюдах из картошки. Хорошенько все перемешиваем. Можете добавить сюда приправу для картофеля, который продается уже готовый в магазине по вашему вкусу и по вашему желанию. Сюда же добавляю 2 столовых ложки муки и еще раз все хорошенько перемешиваем. Тесто для драников полностью готово. Если вы видите, что недостаточно яиц, вы можете разбить сюда еще 1-2 яйца. Ориентируйтесь по консистенции. Я ставлю разогреваться сковородку. Жарить драники можно на растительном масле или на сливочном. Я жарю на топленом масле. Масло выбирайте по вашему вкусу, по вашему желанию. На горячую сковородку я аккуратненько выкладываю 1-2 столовых ложки таких полных с горкой картофельно-капустной массы, распределяю и обжариваю по 2-3 минутки на среднем огне с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Вот такие вот аппетитные блинчики у нас получаются. Готовые блинчики складываем на тарелку. Из этого количества теста получается где-то 6 больших драников. Жарятся очень быстро, так что вы пожарите все блинчики буквально за 10-15 минут. А я напоминаю, что мы сегодня, друзья, готовим с вами очень вкусные драники с начинкой. Это очень вкусное и сытное блюдо, которое согреет вас холодными вечерами. А еще оно очень простое в приготовлении, так что с его приготовлением справится даже начинающий кулинар. И маленький секретик, для того, чтобы вы могли приготовить это блюдо буквально за 5-10 минут, мы с вами подготавливаем заранее, жарим блинчики, готовим начинку, а потом храним просто все в готовом виде в холодильнике. И когда нужно, когда мы хотим приготовить быстрый вкусный ужин, просто разогреваем необходимое количество драников и подаем к столу вкусными, горяченькими, хрустящими, с сочной вкусной начинкой. И я как раз сейчас хочу приготовить очень вкусную начинку для этих драников. Начинка может быть абсолютно любая, на ваш выбор, по вашему вкусу. Начинка может быть мясная, овощная. Здесь простор для вашей фантазии. Я сегодня хочу приготовить очень вкусную начинку из курицы с грибами. И для начала я нарезаю полукольцами или четвертькольцами 2 среднего размера луковицы. Обжариваем лук 2-3 минуты, не слишком долго, на среднем огне и периодически помешиваем, чтобы у нас ничего не подгорело. Жарим на растительном или на сливочном масле. И также для начинки мне понадобится 1 куриное филе. Нарезаем куриную грудку, разрезаем сначала вдоль пополам, а затем нарезаем вот такими вот кусочками. Сейчас мы с вами готовим очень нежную начинку из курицы с грибами. Поэтому я сразу же советую приготовить начинку с запасом. Готовьте двойную порцию. Она такая вкусная, что ее можно использовать не только для драников, но и для других блюд. Попробуйте добавить ее к макаронам, рису или картофельному пюре. К любому гарниру она будет просто великолепно с ними сочетаться. Это отличная идея для разнообразного меню на всю неделю. Просто разложите начинку по контейнерам порционным, так вы всегда будете иметь под рукой вкусный и быстрый ужин, который нужно будет только разогреть. Можете хранить в холодильнике, а можете в морозилке. Я добавляю куриное филе к луку и
Обжариваю лук с курицей буквально в течение 5 минут, тоже периодически помешиваю. Огонь делаю средний, так чтобы курица тушилась и не слишком сильно зажаривалась, так она получается более нежной. Также для более яркого вкуса я хочу добавить в начинку грибы. У меня шампиньоны, можете взять абсолютно любые грибы на ваш вкус, на ваш выбор. Можете даже приготовить это блюдо с листными грибами, получится еще более яркое и ароматное сочетание. Но шампиньоны более доступные, поэтому вы их без проблем найдете в любом ближайшем магазине. Нарезаем шампиньоны вот такими вот крупными кусочками. У меня здесь где-то грамм 200 шампиньонов. И отправляю грибы к курице. И обжариваем буквально в течение 5 минут, чтобы влага из грибов немного испарилась. Друзья, аромат стоит просто на весь дом, потрясающе пахнет грибами, очень ароматно, очень вкусно, по-домашнему. Я добавляю в начинку из курицы с грибами немного сметаны, буквально 2-3 столовых ложки. Вместо сметаны вы можете взять сливки. Сливки можно брать даже не слишком жирные, 20% жирности прекрасно подойдут. И, конечно, добавим немного зелени для вкуса, цвета и аромата. Я добавляю петрушку. Петрушку вы можете заменить укропом или любой другой зеленью на ваш вкус. И отправляю зелень в начинку. Также я хочу натереть в начинку пару зубчиков чеснока для пикантности и вкуса. 2 зубчика чеснока на мой вкус, вы ориентируйтесь по вкусам вашей семьи. Начинка получается очень нежная, очень вкусная, она наподобие жульена. Приправляю по вкусу солью и черным молотым перцем. Все, осталось только все хорошо перемешать и буквально пару минут еще довести до готовности. Один блинчик картофельный, один драник выкладываем на тарелку, и сверху на драник я кладу 1-2 столовых ложки куриной начинки. Небольшой кусочек сыра натираем на терке. Примерно половину сыра мы добавим в начинку. И оставим немного сыра для того, чтобы посыпать драники перед тем, как отправить их в духовку. Для того, чтобы драники получились вкусными, красивыми, с аппетитной золотистой хрустящей сырной корочкой. Натерли сыр. Посыпаем начинку тертым сыром. Сыра не жалеем, чем больше, тем вкуснее получится. Накрываем начинку свободной стороной драника. И аккуратно выкладываем драники на противень. Противень я застилаю пергаментом, чтобы мыть меньше посуды. Точно таким же образом готовим остальные драники. Как я уже говорила, друзья, вы можете приготовить эти драники на всю неделю, приготовить их побольше, поставить в холодильник или заморозить даже, и просто при приготовлении ужина разогревать необходимое количество. Я сейчас 3 драника сразу же подам на стол, они у меня будут горяченькими, а 3 остальных оставлю в холодильнике до следующего ужина, до завтра. Сверху также посыпаем оставшимся тертым сыром. Духовку я уже разогрела, температура 180 градусов. Отправляю в горячую духовку на 5-10 минут до расплавления сыра. Если хотите, подержите чуть подольше, до золотистой корочки. Посмотрите, какая вкуснота у нас получилась. Достаем из духовки, сверху посыпаем немного зеленым лучком, и уже просто не терпится попробовать, какие они внутри и какие получились на вкус. Очень нежная, хрустящая сырная корочка, а внутри посмотрите, какая нежнейшая начинка. Курочка, грибы, сыр, сметана. Это невероятно вкусно, друзья. Я готова есть такую картошку с капустой каждый день. Только посмотрите, как тянется сыр. Очень вкусно. Друзья, у меня для вас есть еще один великолепный рецепт драников. Сегодня у нас подборка драников из 3 вкусных проверенных рецептов. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями, а я поделюсь с вами всеми секретиками.
Будем готовить не просто драники, а драники под сочной шубкой. И для начала нам нужно отварить 2 куриных яйца. Можно варить, как обычно, в кастрюльке вкрутую, а я сварю в пароварке. Также мне понадобится 3 крупных картофелины. Если картошка не очень крупная, то возьмите 5 штук. Чтобы драники получились воздушными и хрустящими, картошку нужно натереть на крупной терке. Кстати, а вы знали, что если добавить в тесто для драников немного муки, то драники будут лучше держать форму и получатся более пышными и воздушными? Кто-то категорически не добавляет муку, отжимает картошку. 2 варианта вполне имеют место быть, но я сегодня готовлю любимый рецепт драников, где я не буду отжимать картофельный сок, а добавлю в тесто немного муки. Также натру на терке 1 среднюю морковку. Вы можете натереть морковку на крупной терке или на мелкой. Здесь зависит от вашего желания, смотря какую консистенцию драников вы хотите получить. На мелкой терке консистенция получится более нежной и однородной. Отправляю натертую морковь в миску к картошке. Беру 1 репчатую луковицу и мелко нарезаю. У меня луковица довольно большая, поэтому я буду использовать половинку. По желанию вы можете вместо того, чтобы нарезать лук, натереть его на мелкой терке. Друзья, а вы знаете, что лук добавляют в драники не только для вкуса, но и для сочности. Он выделяет сок, который делает драники более сочными, нежными и также воздушными. Кстати, лук еще можно взбить в блендере, тоже простой и очень удобный такой практичный способ. А также лук еще помогает картофелю не темнеть. Раньше, когда не было холодильников, лук добавляли для того, чтобы картошка после натирания не темнела. Дополнительно лук можно измельчить при помощи ножа, тогда он получится более мелким. И отправляем нарезанный лук в миску к нашим овощам. Лук придает сочность, морковка цвет, вкус и яркость. И также для вкуса, для цвета и для красоты добавим немного зелени. Я сегодня в качестве зелени выбрала зеленый лук, потому что это кладезь витаминов и минералов. Лук укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и даже помогает бороться с простудой. Но если у вас под рукой нет зеленого лука, не расстраивайтесь, друзья, его можно заменить другими полезными травами, такими как укроп, петрушка или даже базилик или кинза, если любите. Эти травы не только придадут блюду аромат, но и сделают его еще более полезным. Чеснок – король всех специй. И, конечно, мы добавим в наше блюдо пару зубчиков чеснока. Чеснок использовался в кулинарии еще с древних времен. Древние египтяне верили, что чеснок обладает магическими свойствами и защищает от злых духов. Мы злых духов отпугивать сегодня не будем, зато все болезни отгоним. Чеснок – это настоящий природный антибиотик. Он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами и бактериями. Так что, добавляя чеснок в пищу, мы не только улучшаем вкус блюд, но и заботимся о своем здоровье. Чеснок можно прижать лезвием широкого ножа, раздавить зубчики, тогда они, кстати, легче очищаются, и затем меленько-меленько порубить при помощи ножа. Вам для этого понадобится всего лишь острый нож. Также вы можете воспользоваться, пропустить чеснок через чесноковыжималку или натереть на терке. Выбирайте любой вариант, который вам больше нравится и больше подходит. А для того, чтобы руки не пахли чесноком, можно воспользоваться перчатками или протереть руки соком лимона. Нарубленный чеснок отправляю в миску к нашей картошке с овощами. И сюда же разбиваю 1 куриное яйцо. И приправляем картофельное тесто для драников солью, черным молотым перцем и по желанию можете добавить немного сушеных трав и каких-то ваших любимых приправ. Я взяла немного паприки и немного сушеных итальянских трав. Все хорошо перемешиваю до однородности.
Такая картошечка получается очень вкусная, драники готовятся очень быстро, приготовление ужина или обеда займет у вас совсем немного времени, и вся семья будет сытая и довольная. Теперь я добавляю в картофельное тесто 3 столовых ложки муки, смотрите по консистенции. Можете добавить одно яйцо еще дополнительно, если видите, что консистенция слишком сухая, или наоборот чуть больше муки. Я тоже ориентируюсь по консистенции. Все хорошо еще раз перемешиваю, и тесто для драников уже полностью готово. Ставим разогреваться сковородку, жарим драники на любом растительном масле, которое вы привыкли использовать на вашей кухне. Когда сковородка разогреется, набираем ложку драников и выкладываем горками на горячую сковородку. Жарим на среднем огне, следим за тем, чтобы драники успели хорошо прожариться, но не подгорели. Но так как мы с вами готовим сегодня не простые драники, а с секретом, вы можете просто обжарить их быстренько с двух сторон до золотистой корочки. Доводить до полной готовности не обязательно. На пару минут мы отправим их в духовку, когда покроем их невероятно вкусной сырной шубкой. Но давайте все по порядку. Сейчас приступим к приготовлению этого секретного ингредиента. И для него нам как раз понадобится 2 отварных яйца, которые мы с вами в самом начале заранее отварили вкрутую. Кстати, очень удобно варить яйца в пароварке. Они прекрасно варятся, 10 минут я ставлю на таймере. И главное, что они очень хорошо чистятся после приготовления в пароварке. Так что никаких проблем, можно варить в кастрюльке в воде классическим способом. Или воспользуйтесь пароваркой, если она у вас есть. Натираем яйца на терке, можно натереть на мелкой или на крупной, не так важно, будет немножечко отличаться консистенция в зависимости от терки. Помните, как в детстве бабушка или мама готовили для нас драники? Это было всегда настоящее событие, всей семьей могли тереть картошку по очереди. А сегодня мы добавим к этому классическому блюду из нашего детства немного современности. И сейчас мы готовим для драников яично-сырную начинку. Я натерла яйца на терке, и теперь тертые яйца отправляем в миску. Это будет не просто драник, а настоящее произведение кулинарного искусства. Также на терке натираю 150-200 грамм сыра. Сочетание традиций и новых вкусов подарит вам просто незабываемые кулинарные ощущения, а главное – сытный, быстрый и очень вкусный ужин всего за 20-30 минут будет на вашем столе, и вся семья, поверьте, будет в полном восторге, как моя семья действительно по достоинству оценила это вкуснейшее блюдо из обычной картошки. К натертым яйцам я добавляю сыр и сюда же натираю зубчик чеснока. Чеснок придаст пикантность и получится очень-очень вкусно. Такую яично-сырную намазку можно использовать также для бутербродов, она действительно универсальная. Сюда же добавляю 3 столовых ложки сметаны. Вместо сметаны вы можете взять майонез и немного приправ и специй. Чуть-чуть паприки, немножко соли по вкусу и еще немного черного перчика. Остается только все хорошо перемешать. Вот такая аппетитная яичная сырная намазка получается. Очень вкусно, пикантно пахнет чесночком, вкуснятина необыкновенная. Можете добавить сюда немного укропчика, он придаст тоже немножечко нежности и добавит своего вкуса. Сырная намазка готова. Переворачиваем драники и обжариваем пару минуток с другой стороны. Жарим с 2 сторон до красивой золотистой румяной корочки. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я всегда очень рада приветствовать моих любимых зрителей на канале «Готовим дома». Готовые драники снимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
И сразу же начинаем жарить вторую порцию. Из этого количества теста у меня получилось 12 драников. Конечно, все зависит от размера картошки, от диаметра вашей сковородки и от размера ваших драников. Выкладываем тесто. Не забываем, делаем средний огонь, регулируем температуру, чтобы драники не подгорели и успели прожариться. Вторая партия драников готова. Также выкладываем на бумажное полотенце. И еще сегодня для приготовления этих вкусненьких драников мне понадобится противень. Я застилаю его пергаментом и выкладываю на противень обжаренные драники. Излишки масла уже впитало в себя бумажное полотенце, так что драники без лишнего жира, можно сказать, практически диетические, и вы сами знаете, сколько в них много пользы, овощей, цвета, красок и вкуса. Теперь сверху на каждый драник я выкладываю по ложке начинки, примерно 1 столовая ложка на 1 картофельный блинчик. А если вам нравится этот рецепт и вы любите блюда из картошки, напишите в комментариях «Хочу картошку», и я буду чаще вас радовать новыми, вкусными, интересными блюдами, которые вы легко сможете приготовить на ужин для всей вашей семьи. На моем канале очень много сытных, простых, вкусных рецептов из различных овощей, из картошки, из капусты, из курицы, все что угодно, друзья. Поэтому пишите в комментариях ваши пожелания, какие рецепты вы хотите чаще видеть на моем канале, в моем исполнении, и я обязательно сниму для вас новые вкусные и интересные видео. Итак, сырную начинку мы распределили, сырную шубку, и отправляем драники на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Сыр расплавится, драники полностью дойдут до готовности, даже если вы их обжарили просто до золотистой корочки. Посмотрите, какая вкуснятина! Друзья, это просто невероятно вкусно. Обязательно приготовьте и делитесь рецептом с друзьями. Хрустящие дранички с золотистой корочкой, а сверху яично-сырная шубка. Это так сочно, так нежно и так вкусно. Обязательно приготовьте. Сверху посыпаем зеленым лучком. И давайте разрежем драник и посмотрим, что у нас внутри. Вот, посмотрите, какой он нежный, воздушный, сочный. Это так вкусно! Желаю вам приятного аппетита! И напоследок еще один вкуснейший рецепт драников из картошки. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Берем одну большую крупную картофелину и натираем на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Очень интересно, насколько далеко путешествуют мои рецепты по всему миру. Отжимаем сок из натертого картофеля и отправляем в миску. Сюда же разбиваю одно куриное яйцо, добавляю небольшую щепотку соли, соль по вкусу, и приправляю черным свежемолотым перцем. Больше из приправ ничего не нужно, только соль и перец. Натираю грамм 30 любого сыра и отправляю сыр к картошке. И все хорошо перемешиваю до объединения картошки с остальными ингредиентами. Друзья, этот рецепт настолько простой, что вы легко в любое время сможете приготовить его на ужин, и это блюдо вкуснее жареной картошки. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом и делю картофельную массу на 4 части. Выкладываю картофельные блинчики в горячее масло. Сковородка должна быть уже хорошо разогретой, но огонь не слишком сильный, чтобы наши блинчики, оладушки из картошки не горели. И обжариваем картошку буквально по 2-3 минутки с каждой стороны. Жарьте просто до красивой золотистой хрустящей корочки, а корочка здесь получается просто супер хрустящая. И это, наверное, самый простой рецепт из картошки, который я когда-либо готовила, и самый вкусный. Переворачиваем картофельные блинчики и жарим еще по 2-3 минутки с другой стороны.
А пока жарятся блинчики, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделитесь рецептом с друзьями. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Выкладываю картофельные блинчики на тарелку. Вкуснейшая картошечка с великолепной хрустящей корочкой. Подаем со сметанкой, с помидорами, с любой зеленью. Получается вкуснятина невероятная. Друзья, спасибо за просмотр. Я желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и вкусной картошечки. Пока-пока и жду вас в моем новом вкусном видео. Скоро увидимся! А с вами была Олеся на канале Готовим дома.